Привет, с вами Каск. В этом ролике мы рассмотрим с вами мой архивчик с оптимизацией системы. Этот способ подходит как для Windows 10, так и для Windows 11. Прошу прощения за картинку, которую вы сейчас наблюдаете, то что записываю вечером. Но если бы я записывал днем, мой бэкграунд просто ужасный, поэтому приходится как-то так вот использовать вечернее время. Короче, не будем долго задерживаться, давайте начнем. По ссылочке в описании мы качаем архив и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 4 папки и точка восстановления. Но перед этим я кое-что расскажу, потому что вопросов поступает много и надо будет как-то все это объяснить. Во-первых, по факту архив оптимизация by Kaska, он один, но поделен на 2 версии. Первая публичная, которую мы сейчас с вами рассматриваем, и вторая специально для Boosty. Чем они отличаются? По факту ничего кардинального. Но я постарался расписать в этом архивчике для Boosty все максимально подробно. Для всех, для новичков и для тех, кто более-менее соображает. Разные рекомендации и советы, как, что и зачем использовать. Допустим, если мы посмотрим на программы и твики, как вы можете наблюдать, здесь чутка больше всего картинок, разных описаний и так далее. Если перейдем мы на настройка видеокарты, то же самое. Больше картинок, касаемо баланс для видеокарт серии RTX, настройка кулеров и баланс температуры. То есть просто показываю, как и что лучше всего использовать. Так же самое есть и для ноутбуков. Если мы перейдем на оптимизацию Windows, то увидим тоже чуть больше всех разных прикольдесов. Но тем не менее, я сразу говорю, что этот архивчик он не продается. Не нужно писать, сколько он стоит, а можно тебе отправлю деньги на Киви, ты мне его скинешь. Нет, чуваки, это в первую очередь благодарность. Благодарность за вашу поддержку, тех, кто подписывается, и тех, кто кидает донаты. Потому что я не привык просто так получать деньги, ну просто типа там бам, скинули там до 200 рублей, допустим, и все. Нет, мне нужно как-то отблагодарить своих спонсоров. И единственный вариант, к которому я пришел, это архивчик специальный для Boosty. Ну к тому же тут есть вкладка Boosty, где полезный софт, твики, реестр, очистка и необязательная. Там опциональные твики реестра. К тому же на Boosty уже сразу лежит готовый ролик, по-моему, на 30 минут, где все подробно рассказано, как, что и зачем делать. Поэтому, не подписавшись на мой Boosty, вы многого не потеряете. По факту, может быть на процентов 5-10, если сделать по этому архивчику, возможно повысится производительность. Но не факт. Может быть как хуже, так и лучше, типа у всех системы индивидуальные. Что я имею в виду под индивидуальностью? Если 90% пользователей используют ISLC, и у них все хорошо работает, все замечательно, но есть остальные 10%, которые, используя ISLC, получают краши, синий экран и так далее. Не нужно копировать точности, как делаю я. Примерно нужно понимать, что мы вообще делаем, иначе можно накосячить и очень серьезно. Новичкам, конечно, сложнее. Поэтому для Boosty я постарался, максимально подробно объяснить, чтобы люди понимали хотя бы, что мы делаем и для чего эти же блотвейеры и так далее. Поэтому по желанию, ребят, если хотите поддержать мой канал, без проблем. Если нет, то же самое. Сейчас будем мы пытаться оптимизировать, я попытаюсь вам объяснить все более подробней. Начнем с точки восстановления. Делаем ее обязательно. Открываем точку восстановления, нажимаем создать, пишем любое имя, создать. И если вдруг у нас что-то случилось с ПК, с нашей виндой, нужно будет восстановить нашу систему, просто открываем точку восстановления, нажимаем восстановить, выбрать другую точку восстановления, далее. Здесь мы выбираем точку восстановления, которую мы только что создали. Нажимаем далее, далее и подтверждаем все это добро. Окей, с этим мы разобрались. После этого мы можем смело переходить к настройке. Первый пункт. Программы и твики. Интернет-драйвера. Многим это не пригодится, потому что Windows 10 либо 11 ставят по умолчанию все нужные драйвера. Bluetooth, Realtek и так далее. То есть в этом нет необходимости. Но, во-первых, этот архив я делал изначально для себя, потому что часто у меня нет доступа к интернету. Поэтому, если, допустим, вы записали на флешку мой архивчик, и вам нужно будет поставить драйвера, мы просто нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, сетевые адаптеры, Ethernet контроллер. По-разному может быть, но может быть просто написано Realtek, скорее всего так и будет написано, но примерно понимаете, Ethernet либо Realtek. Нажимаем на драйвера, обновить драйвер, найти драйвер на этом компьютере, далее обзор, выбираем нашу папку,
программы и твики и выбираем папку интернет-драйвер и нажимаем ОК. У нас все пройдет и поставятся драйвера, по идее. Сейчас посмотрим. Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены. Если у вас не будут они установлены, подходящие, предложат вам установку. Первый подпункт. Chrome. Ну, для меня это лично лучший браузер, поэтому я ставлю его по умолчанию. 7zip. Как раз таки здесь и начинается отличие. И если вы ставите с архива Boosty, то 7zip пропускаем, а заходим в папку, здесь будет Boosty, и там делаем установку WinRAR. Он в разы лучше справляется. Либо же можете поискать на просторах интернета. Благо найти его можно без проблем. Далее DirectX. То же самое. Здесь галочку убираем. Далее. Ждем некоторое время. Если вы DirectX ни разу не обновляли, то у вас займет это примерно минут 5. В моем случае он обновлен, поэтому нажимаем просто готово. C++ GitHub. Якобы это кастомная версия, которая в разы лучше работает. Но его рекомендую оставить только если вы поставили свежую винду. Пока у вас нет C++ вообще никаких. Поставили винду, запускаете C++ GitHub и делаете его установку. Занимает прилично времени. Если у вас уже в системе там 6 месяцев, может быть год и так далее, по большей части нет смысла его устанавливать. Но если есть большое желание это сделать, то нажимаем поиск, пишем панель управления, программы и компоненты. И если есть у вас много времени, то все C++ нужно будет удалить. После этого перезагружаем ПК и делаем установку C++ GitHub. Пятый подпункт. Delete Chrome Bloatware. Что такое bloatware? Иногда в Google Chrome срабатывает какая-то ошибка, которая неправильно распределяет оперативную память. Собственно, я думаю, тут и так все ясно. Делаем активацию. 2 раза LKM, либо просто открыть, и открывается батник. Таким способом все. Power Setting Explorer. Открываем. Здесь мы находим параметры USB, USB 3 Link Power Management. Ставим галочку на максимальная производительность. Если у вас нет максимальной производительности, такой вот схемы питания, тогда мы ставим галочку на высокая производительность. И далее мы делаем что? Выбираем Off, переходим на параметры временного отключения. То же самое, если галочка стоит на максимальная производительность, здесь вместо разрешено ставим запрещено. И нажимаем Apply, конечно же. Но будьте внимательны. Если, допустим, вы заряжаете свой мобильный телефон через USB на компьютере, большая вероятность, что после этой настройки он прекратит заряжаться. Если вам нужна зарядка, не включайте. Если не нужна, то можете включить. Далее, обновить версию BIOS. Здесь мы находим нашу модель материнской платы. В моем случае ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. Запоминаем название, открываем наш браузер и пишем Asus ROG Strix, нашу модель и так далее. И открываем официальный сайт производителя. Если у вас гигабайт, то открывайте gigabyte.com. В моем случае это rog.asus.com. И по сути все одно и то же на всех материнских платах. Нас интересует либо поддержка, на английском support. Открываем support. И переходим на драйвер и утилиты, выбираем нашу систему. Здесь мы можем скачать сразу драйвера для нашей материнской платы, чипсет обновить, ну и найти BIOS. Кстати, где он? Вот. И BIOS. Качаем последнюю версию. Чаще всего указано в описании, как нужно устанавливать BIOS. В основном скачал BIOS, закинул на флешку, вставил флешку в USB разъем, загрузил BIOS и обновил его. Тут же мы и обновляем обязательно чипсет нашей материнской платы. Как на Intel это делать, я не в курсе, но на AMD просто пишешь, допустим, B450 чипсет, обновить или скачать. Качаешь его, обновляешь и вуаля. Если B550, то качаешь B550 чипсет. Как-то так. Открываем следующее, обновить приложение. Здесь, в принципе, все и так ясно и понятно. Открывается Microsoft Store, нажимаем «Проверить обновления». И если есть доступные обновления, мы их все загружаем. Отключить фоновые приложения. Здесь два варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем, либо используем, но крайне-крайне редко, по типу Xbox, Xbox Game Bar, Telega, Realtek, Nvidia и так далее. Все это можно спокойно отключать. Особенно такие фишки, как Armoury Crate. Это софт от Asus, который работает очень медленно, мне он вообще не нравится, но, тем не менее, без него никак не получится настроить адекватно кулера, либо подсветку на компе. Можно тоже его смело отключать. Я же отключаю полностью все фоновые приложения и вообще не парюсь, если честно. Все работает и таким образом. Допустим, у нас Яндекс.Музыка, я ее нажимаю, запускаю. Она у нас будет работать, конечно же. Просто у нас не будет она работать в фоновом режиме. Зачем нам оно надо? Далее, отключить автозагрузку приложений. Находим те приложения, которые нам не нужны, чтобы запускались автоматически при старте нашей системы. Допустим, Яндекс.Музыка, связь с телефоном, Xbox
сервис, Opera, различные браузеры, если DeepL есть переводчик, тоже Telegram и так далее. Все это мы отключаем и забываем. Отключить синхронизацию. Если галочка здесь стоит, то мы ее просто убираем. Удалить Skype, OneDrive и так далее. Здесь мы просто опускаемся в самый низ и по списку вверх поднимаемся и удаляем все, что можно удалить. Да, это звучит странно, но так и есть. То, что важно, вы не сможете его удалить. Техподдержка, установщик приложений, это все важно, как Windows считает, и нельзя удалить. Поэтому смело удаляйте все лишнее по типу Skype, OneDrive, и в особенности есть очень много там разных приколов по типу Paint 3D, какие-то там эскизы, все это удаляйте. С первым пунктом мы закончили. Переходим на настройка видеокарты. Начнем с DDU. Супер офигенный софт. Я рекомендую каждые 6 месяцев использовать дисплей драйвер Uninstaller. Что он делает? Он очищает полностью все реестры, связанные с видеокартой, кэши, ошибки и многое другое. Если вы, допустим, не обновляете свои драйвера в течение 6 месяцев, то тоже нет смысла использовать. Это касается тех, кто каждые там апдейты, то есть каждый месяц примерно обновляет драйвера своей видеокарты. Как ей пользоваться? Я бы правда рассказал, но это займет очень много времени. Я не хочу затягивать ролик, потому что он так, скорее всего, затянется. Справа вверху у вас появится подсказка. И будет так же самое в описании. Я скину ролик на свой, где я подробно рассказал, как пользоваться DDU. Второй подпункт. AMD Radeon. Залетаем на сайт. Здесь все по факту просто. Выбираем Graphics. Допустим, у нас RX 7000. Выбираем нашу видеокарту. Еще раз выбираем нашу видеокарту и нажимаем Submit. Здесь мы находим нашу систему, допустим, 10, и качаем последнюю рекомендованную версию. Не опциональную, здесь, кстати, ее нет. Если будет здесь опциональная, то качайте все равно рекомендованную версию. Чаще всего она работает лучше всех остальных, но не всегда, поэтому тоже нужно быть внимательным и проверять. Если у нас 11, то качаем для 11. Кстати, вот находятся чипсеты. AM4 выбираем и чипсет B550. Нажимаем Submit, выбираем нашу систему и качаем чипсет. Если у нас ноутбуки, находим процессор with Graphics и ищем название нашего процессора. Обычно, если они есть, да, вот какие-то у нас ноуты. Честно, просто я не знаю, какие там сейчас модели, поэтому как-то так получается. Думаю, найдете. Если не найдете, то пишите просто в поисковике AMD, название вашего процессора и там драйвера. И обязательно, чтобы сайт был amd.com. Не какой-то там amd.net или amd.org. Мы скачали драйвера, делаем установку, install type minimal, ставим галочку и нажимаем install. Перезагружаем ПК, заходим в AMD Driver Settings и делаем настроечку. По сути, она простая, тут пару кликов. Выбираем киберспорт, ставим производительность и режим дистилляции мы переопределить настройки приложения. Если у нас NVIDIA GeForce, открываем папку, также само залетаем на сайт, здесь выбираем нашу модель видеокарты, здесь продукт серии будет написано RTX 40 серия, 30, 20, GTX и так далее. Выбираем нашу модель, продукт, операционную систему, 10 и так далее и нажимаем Search. Просто что-то NVIDIA работает в последнее время очень долго, не будем ждать, очень много времени занимает все это добро. Делаем установку обычную, дефолтную и открываем NVIDIA Driver Settings. Делаем настройки так, как указано на картинках. Если мы не знаем модель нашей видеокарты, здесь я оставил приложение GPU Z. Здесь мы можем посмотреть название видеокарты, объем видеопамяти, ее частоту, как памяти, так и ядра. Далее, перейдя на Sensors, здесь у нас есть все наши датчики температуры, hotspot, Memory Clock, GPU Clock, Fan Speed. Кстати, что самое здесь интересное, так это можем посмотреть вольтаж, с которым наша видеокарта работает. Я, когда делал тесты ее, конечно же, пользуюсь этим сенсором. Мне он показался более удобным не в играх, а, допустим, бенчмарки какие-нибудь. Возвращаемся в NVIDIA. Здесь у нас есть NVIDIA Inspector. Открываем NVIDIA Inspector. Если мы играем в шутеры, то вот настроечка специально для шутеров. Может быть, будет работать и в других играх. Я не знаю, не тестировал. В профиле пишем название нашей игры, которая нас интересует. Далее ищем профиль 0x000F20BA. Будет 23 профиля, либо 24 по-разному. Главное, чтобы был у нас Battlefield, F1 и так далее. Следующий профиль BB тоже. Выбираем Battlefield и FF профиль DevLoop. Отключить настройки Ansel. Здесь мы вводим Global Driver Profile, либо просто открываем NVIDIA Inspector и находим NVIDIA Ansel Usage. Выбираем Ansel Allo Disallow. Если мы не пользуемся GeForce Experience, что такое Experience? Возможно, некоторые не знают. По факту он нужен, но только для записи экрана. Либо я использую, чтобы очень быстро и легко обновить драйвера видеокарты. Но в основном пользоваться, допустим, оптимизацией, здесь я этим не пользуюсь, естественно. Только из-за записи. Но если вы не записываете игры и вам он не нужен по факту, то можем сделать кастомный драйвер.
Как он делается? Мы качаем драйвера с официального сайта nvidia.com. Скачали драйвер для нашей системы, для нашей видеокарты. Здесь нам как раз пригодится WinRAR. Не знаю, возможно на 7zip тоже заработает, не проверял. Мы нажимаем PKM на наш драйвер. Нажимаем «Извлечь текущую папку». Далее у нас появляется очень много папок. Вот наш драйвер основной, который мы скачали. Его не трогаем, естественно. Ну, хотя можем удалить уже. Эти папки мы все удаляем, кроме Display драйвер, NV12. Ну и оставляем Setup Config, List Device и EULA. Или EULA. Короче, это не удаляем. У нас получается следующим образом. Нажимаем PKM на setup.config. И открываем с помощью блокнота. Здесь мы опускаемся в самый низ, находим Manifest и удаляем эти три строчки. 4, 5 и 6. Мы их удаляем, нажимаем файл и сохранить. После этого мы запускаем наш сетап. Мы запускаем уже сетап и делаем обычную установку. Таким образом мы удаляем очень много лишнего хлама. Если у нас видеокарта от Intel, встройка я имею в виду, открываем папку. Здесь у нас две картинки, можете использовать. MSI мод для GPU. Нажимаем PKM и обязательный запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Включить аппаратное ускорение. Ставим галочку и после всех настроек сделать перезагрузку своей системы. Ну и приложение MSI Afterburner. Мне оно нравится, я им пользуюсь. И к тому же с помощью MSI я делаю андервольтинг. Кстати, давай как раз я сейчас и покажу очень быстрый андервольтинг, по сути в пару кликов. Запускаем MSI, нажимаем Ctrl-F английское, нажимаем на любую точку, зажимаем Shift, опускаем вниз, находим 950, находим нашу частоту, в моем случае это 1950, в среднем работает. Но я беру всегда меньше, где-то на 20-30 единиц, то есть ставлю 1920. Все, нажали, выбрали точку, поставили 950. В таком случае 98% всех видеокарт будет работать без проблем. Это самый быстрый андервольтинг, который только может быть. Если у нас серия RTX видеокарт, в особенности 30 серия, то у вас без проблем заработает на точечке 0.900 милливольт. Я так и делаю, у меня так и стоит. То есть я вот нажал, вот профиль сохранил, нажимаю Apply, вот оно и есть это добро. Очень быстрый андервольтинг. Пользуйтесь, потому что правильно? Потому что как минимум температура на 10 градусов точно понизится, а это очень даже хорошо. Не забывайте, что температура понижается не только видеокарты, но и hotspot, к тому же процессор будет меньше греться, материнская плата и вообще все вкупе в вашей системе, это очень важно. Андервольтинг я рекомендую делать на всех видеокартах, неважно, 1060, 2070, 4080 и так далее. Можете спокойно делать андервольтинг и не париться, и это точнее даже нужно делать. Третий пункт. Оптимизация Windows. Открываем для начала ISLC. Здесь мы находим Free Memory Love Zen. Если у нас 16 гигабайт оперативной памяти, мы пишем значение 8192. Если у нас 8 ГБ, 4096. Если 4 ГБ, 2048. Если 32 ГБ, 16384. Если мы не знаем объем нашей оперативной памяти, откроем картинку, заходим в диспетчер задач, производительность, память, и здесь мы находим наш объем. В моем случае уже сейчас 32 ГБ. На второй картинке я все подробно расписал. Ввести значение, поставить галочку, написать 0.50 и поставить галочки на авторежим. То есть ставим галочки на авторежим, пишем 8000, допустим, 192, ставим галочку, здесь пишем 0.50, пока поставим RTMS на 1000. Заходим в игру, тестируем, если все хорошо, можем понизить до 500 ms. Только не забудьте нажать старт. Если нам нужно будет отключить ISLC, нажимаем просто стоп. Далее отключить Xbox Game Bar. Галочку мы убираем. Включить игровой режим. По дефолту он всегда включен, но мало ли кто-то нечаянно отключил, либо неправильно понял, как это работает. Поэтому мы включаем. Отключить эффект прозрачности. Отключаем эффект прозрачности, 100% масштаб. Иногда может система неправильно определить размер текста, приложений и других элементов. Поэтому мы ставим 100%. Только в том случае, если написано рекомендуется. Если у вас рекомендуется 150, то ставьте 150. Отключить размытость в приложениях. Windows пытается сделать какое-то размытие в приложениях. Не знаю зачем, я его отключил. Отключить повышенную точность. У вас будет стоять галочка на повышенная точность, мы ее убираем, нажимаем применить и ОК. Поначалу будет непривычно, дней, наверное, 3-5, но потом вы очень быстро привыкаете и поймете, что на самом деле это в разы лучше. Отключить визуальные эффекты. Если у нас процессор очень слабенький, мы ставим галочку на обеспечить на лучшее быстродействие, ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов и нажимаем применить.
Если у нас ПК средний и более-менее мощный, мы можем просто подключать ненужные какие-то фишки. Допустим, включение пик, вывод эскизов, эффекты затухания, скольжения, отображение теней от окон и так далее. Это можете подключать спокойно, без проблем. Схема питания. Нажимаем «Показать доп. Схемы» и ставим «Высокая производительность». Либо же можем открыть схему питания команда, копируем команду, вставляем Windows PowerShell, здесь все в принципе расписано, и уже здесь ставим галочку на «Максимальная производительность». Отключить Hibernate и Rebuild Performance. Чтобы долго здесь не рассказывать, смотрите, как делаем. Нажимаем PKM, изменить, копируем Hibernate, залетаем в Google, гуглим и читаем. Это же касается и ребилда тоже. Нажимаем PKM, изменить, копируем rebuild, гуглим и читаем, если интересно. Но не всем просто это интересно, понимаете, когда начинаем рассказывать. Поэтому приходится иногда скипать важную информацию. Просто нажимаем PKM открыть, либо 2 раза LKM. То же самое касается и rebuild performance. PKM и открыть. Поверьте, ничего лишнего в архивчик свой я не запихнул. Но будьте бдительны и читайте, что он делает обязательно. Если вам это нужно, то лучше оставляйте. Твики реестра, то же самое PKM и слияние. Если вдруг нет слияния, нажимаем 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаем как обычное приложение. Если интересно, что они делают, нажимаем PKM и изменить. Читаем, что копируем шедулинг, либо копируем Network Throttling и читаем, что он делает и можно ли его отключать или нет. Это же касается и отключить Game Bar. Нажимаем PKM и слияние. Если вдруг нам понадобился Game Bar, нажимаем PKM, слияние, там где включить Game Bar. Настройка звука. Открываем. Воспроизведение, динамики, дополнительно. Формат по умолчанию мы ставим на самое минимальное значение. Убираем галочку с монопольный режим и убираем галочку с доп. Обработки средства звука. И нажимаем применить и ОК. Всегда показывать значки. Это подходит только для Windows 11. Ставим галочку и нажимаем ОК. Отключить последние 3 пункта. То есть перезапустить приложение отключаем, конфиденциальность отключаем и использовать мои данные для входа тоже отключаем. Отключить индексацию. Открываем мой компьютер, на любой из дисков нажимаем PKM, свойства и отключаем индексацию. Ну и последняя папочка осталась, это очистка. Открываем ее, Delete Them Files. Нажимаем продолжить, а почему нет прав? Ну окей. Копируем все, что здесь у нас есть, нажимаем Shift, Delete и Enter. То, что у нас не удаляется, мы нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад и Delete Them Files. Тут много всего. Если у нас много файлов, чтобы это все так мышкой не вести, хотя это быстро, но тем не менее. Просто нажимаем Ctrl, английское A, далее Shift, Delete, да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, диск Cleanup, выбираем диск C, ОК, нажимаем на очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ОК. Здесь мы везде ставим галочки, кстати, мы тоже нужно будет очистить это все добро. Везде ставим галочки и нажимаем ОК. Занимает прилично времени, не знаю почему, но нужно будет подождать, особенно если у вас жесткий диск. На этом наша оптимизация подошла к концу. Если ролик вам показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Ну а также не забывайте делиться этим роликом с вашими кентами. Я думаю, это многим пригодится. К тому же пишите комментарии. С вами был Каска. Все ссылочки на различные ролики будут в описании, а также на мой Boosty. Если есть желание поддержать, ну, как говорится, добро пожаловать. А так, всем пока.